Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена извлечению серебра из вот такого материала, представляющего из себя срезку с контактов электромагнитных реле, а также силовых электромагнитных пускателей. Материал является магнитным, то есть содержит в себе некоторое количество железа, и по легенде это количество железа равно приблизительно 35%. Таким образом, при стартовом весе материала в 1550 граммов мы можем надеяться на выход по чистому серебру в районе 1 килограмма. Ну а правда это или нет, попробуем выяснить в процессе проведения лабораторной работы. По плану переработки. На первом этапе при помощи смеси азотной и серной кислот переведем в раствор все содержащиеся в этом материале металлы в виде их сульфатов и нитратов. На втором этапе получившийся раствор профильтруем. На следующем этапе из получившегося профильтрованного раствора при помощи поваренной соли выделим хлорид серебра. На четвертом этапе при помощи кипятка многократно промоем полученный хлорид серебра от примесей паразитных металлов. И, наконец, на пятом этапе при помощи гидроксида натрия и рафинированного сахара восстановим серебро из его хлорида до металлического состояния. И также в рамках сегодняшней лабораторной работы попробуем оценить потери, а также отработать хвосты после первичного растворения в кислотах нашего материала. План накидали. Приступаем. Материал предварительно обработан насыщенным раствором гидроксида натрия для удаления с него механических загрязнений и перемещен в стакан объемом 5000 мл. И для начала растворения нам понадобится 1000 мл дистиллированной воды, 400 мл 44% серной кислоты и некоторое количество 56% азотной кислоты. Приливаем дистиллированную воду к материалу. К нему же приливаем серную кислоту. Приливаем небольшое количество азотной кислоты для старта реакции. Включаем небольшой подогрев. Накрываем крышкой. И ждем начала растворения. По мере надобности азотную кислоту будем приливать. Спустя пару минут реакция растворения стартовала. Можно наблюдать выделение диоксида азота. И для того, чтобы сохранить атмосферу в лаборатории в пригодном для дыхания виде, материал вместе с раствором переносится в вытяжной шкаф. Спустя приблизительно пару часов все, что могло раствориться, растворилось. И мы можем наблюдать приблизительно 9 литров растворов, содержащих в себе такие соединения, как нитрат серебра, сульфат серебра, а также нитраты и сульфаты таких металлов, как железо и никель. И также смею предположить, что на дне стаканов мы можем видеть сульфаты серебра и железа, плохо растворимые в жидкостях, которые из этих растворов отстоялись. Это будут наши хвосты, с которыми мы в дальнейшем будем работать. Ну а пока займемся фильтрацией получившихся растворов для последующего выделения из них хлорида серебра при помощи поваренной соли.
Раствор отфильтрован, размещен по 3 5-литровым емкостям и готов к выделению из него хлорида серебра. Делать это будем при помощи поваренной соли, а точнее ее насыщенного раствора. Для этого присыпем в стакан ее некоторое количество и разведем кипятком. Насыщенный раствор поваренной соли получили и приливаем его к раствору нитрата серебра. Видим выделение хлорида серебра. Теперь проведем такую же процедуру с оставшимися 2 частями раствора, а после этого отстоявшийся хлорид объединим в одном стакане. Хлорид серебра выделен из 3 частей раствора и объединен в стакане емкостью 5000 мл. Вот такое немаленькое количество его получилось. Теперь подождем, пока он немного осядет, и после этого приступим к многократной промывке этого хлорида серебра от примесей других растворенных в этом растворе металлов, таких как медь, никель и железо. Промывать хлорид серебра будем при помощи кипятка до полного обесцвечивания верхушки раствора. В процессе промывки хлорид должен уплотниться, скомковаться и не должен занимать более чем половину стакана. После приблизительно 10 промывок хлорида серебра кипятком имеем следующую диспозицию. Собственно, вот такое количество отмытого, насколько это вообще возможно, хлорида серебра. И вот такое количество хвостов, представляющие из себя, скорее всего, сульфаты серебра и других металлов, таких как медь, железо и никель. Этими хвостами мы займемся чуть позже, а пока перейдем к восстановлению хлорида серебра при помощи гидроксида натрия и сахара. И на первом этапе проведем реакцию между хлоридом серебра и гидроксидом натрия. Реакция, уравнение которой вы можете наблюдать в правом верхнем углу экрана, должна протекать в водном растворе. При этом хлорид серебра, который плохо растворяется в воде, должен раствориться в избытке гидроксида натрия с образованием растворимого комплексного соединения дигидроксоаргентата натрия.
Также при взаимодействии хлорида серебра и гидроксида натрия протекает еще одна реакция, уравнение которой вы также можете видеть в правом верхнем углу экрана, с образованием оксида серебра, хлорида натрия и воды. Ну и на втором этапе при помощи сахара произведем восстановление серебра до металлического состояния из полученных на первом этапе дигидроксоаргентата натрия и оксида серебра. По моим личным наблюдениям, для получения 1 килограмма металлического серебра нам понадобится приблизительно 550 граммов гидроксида натрия и около 350 граммов сахара. Цифры примерные, но учитывают в себе требования по избыточности реактивов. Так как прогнозируемый выход по серебру у нас как раз будет в районе 1 килограмма, но с учетом того, что в хвостах у нас находится, по моим прикидкам, от 100 до 200 граммов этого самого серебра, я для проведения реакции взял 450 граммов гидроксида натрия и 300 граммов сахара. Собственно, давайте приступим к восстановлению серебра. Итак, на первом этапе запустим реакцию между хлоридом серебра и гидроксидом натрия. Для этого приливаем к хлориду серебра кипяток, так как нам необходима водная среда. И понемногу будем присыпать гидроксид натрия. Присыпать надо понемногу, так как реакция является экзотермической, то есть идет с выделением тепла, и раствор может выбежать из стакана. Первый этап восстановления успешно пройден. И, как я говорил ранее, в растворе у нас находится дигидроксоаргентат натрия, а в осадке черного цвета оксид серебра. И теперь приступаем ко второму этапу восстановления серебра до металлического состояния и будем присыпать сахар в наш раствор. На выходе мы должны получить светлый осадок в виде металлического серебра и карамельного цвета прозрачный раствор.
наблюдается изменение цвета, а также образование серебряного зеркала на стенках посуды. Реакция также является экзотермической, поэтому присыпаем сахар также небольшими порциями. Немного перебухал, но выбегания удалось избежать. Второй этап восстановления серебра до металлического состояния также закончен. И на выходе можем видеть просветлевший раствор карамельного цвета и правильного цвета осадок в виде чистого серебра. Сейчас я пару раз промою этот осадок кипятком и после этого отправим его на отжим в воронку Бюхнера. Порошок серебра осушен в воронке Бюхнера, и на выходе имеем вот такой правильного цвета порошок металлического серебра с влажностью порядка 10-20%. Для плавки самое оно. Плавкой займемся чуть позже, а пока помучаем оставшиеся после всех химических процессов хвосты. Так как в хвостах у нас предположительно находятся не сульфиты, не сульфиды, а в виде кристалл-гидратов сульфаты таких металлов, как медь, железо, никель и серебро, а также их нитраты, то этот осадок мы будем обрабатывать 25% водным раствором аммиака. При этом серебро и медь должны образовать водорастворимые аммиачные комплексы, а такие металлы, как железо и никель, гидролизоваться и остаться на дне стакана в виде нерастворимых гидроксидов. После этого раствор с аммиачными комплексами мы отфильтруем и в зависимости от цвета раствора будем решать, восстанавливать серебро из него напрямую при отсутствии меди, либо выделять из этого раствора хлорид и далее по схеме восстанавливать гидроксидом натрия и сахаром. Ну а пока приливаем 25% раствор аммиака.
Из-за неимоверной вони аммиака этот раствор я отправляю в вытяжной шкаф на подогрев, и после этого будем его фильтровать. Аммиачный комплекс серебра профильтрован, и исходя из его цвета можно сделать вывод о том, что в растворе также находится аммиачный комплекс меди. И таким образом прямое восстановление, например, гидрозингидратом из этого раствора мы делать не будем, потому что при этом вместе с серебром восстановится и медь. А будем мы выбивать из этого раствора хлорид серебра. Для этого на первом этапе приготовим насыщенный раствор хлорида натрия, то есть насыщенный раствор поваренной соли. И теперь прильем этот насыщенный раствор хлорида натрия к раствору аммиачного комплекса серебра, для того, чтобы в растворе были молекулы хлора. И теперь нам осталось закислить этот раствор 44% раствором серной кислоты. При этом должен выделиться хлорид серебра. Приливать будем до изменения pH в сторону кислотного, о чем будет говорить изменение цвета раствора в сторону зеленого. Хлорид серебра весь выделился, а pH раствора ушел в сторону кислотного. Точнее, сейчас он нейтральный, но в принципе этого достаточно. Вот такое количество хлорида серебра выделилось. И теперь на таймлапсе я этот хлорид промою и произведу восстановление из него серебра до металлического состояния.
Серебро с хвостов восстановлено. И давайте подведем предварительные итоги, а именно взвесим не сплавленный материал. Напомню, что его влажность составляет приблизительно 10-20%. И с основного материала у нас получилось 1492 грамма. За минусом тары это приблизительно 1,4 килограмма. И серебро с хвостов 215 граммов. За минусом тары это приблизительно 190 граммов. Таким образом, потери с хвостов, если бы мы их не обрабатывали, составили бы приблизительно 14%. Ну и теперь давайте посмотрим на суммарный вес. Объединим металл с двух переработок. И суммарный вес составляет 1683 грамма. За минусом тары приблизительно 1,6 килограмма. Напомню, что исходя из того, что массовая доля серебра в исходном материале у нас составляла, по легенде, 65%, на выходе мы должны получить около килограмма сплавленного серебра. Ну а сколько получится на самом деле, поглядим. Так как увлечение мазохизмом в силу возраста у меня уже прошли, сплавлять полученное серебро мы будем из порошкообразного состояния в металлическое не с помощью обычного тигля, а с помощью девайса посерьезнее. Мне удалось натолкать в этот девайс приблизительно половину порошкообразного серебра, перемежая его слоями буры. И этот девайс отправляется в печь.
Вот такая красота получилась на выходе. Сейчас я ее переберу, выберу гвоздики, отолью их повторно. И будем надеяться, что на выходе у нас получится практически идеальная мелкая дробь. Ну и долгожданная финалочка. Давайте же взвесим результаты трудов наших праведных. Вот такое количество мелкой серебряной дроби получилось. И ее вес равен 1025 граммам. Это на 25 граммов больше заявленного содержания в исходном материале, но в принципе в пределах погрешности. По поводу самой переработки. Сам исходный магнитный материал является одним из самых сложных. При переработке с извлечением серебра хуже, наверное, может быть только материал с большим содержанием оловянного припоя. Главный геморрой заключается в том, что при растворении, а также при остывании растворов происходит высаливание сульфатов металлов, таких как серебро, медь, никель и железо. И они болтаются на дне посуды в виде плохо растворимых в воде осадков. Причем разбавление растворов до, во время и после травления не препятствует их образованию. И как было показано в рамках сегодняшней лабораторной работы, потенциальные потери при образовании сульфатов металлов в виде хвостов могут доходить до 15%. Но хвосты мы сегодня отработали, и думаю, что извлечение целевого металла из материала было полным. Также была произведена плавка металла с литьем в воду, в результате которой образовалась вот такая красивая дробь. Практически идеально. Также я просто обязан передать отдельное спасибо своему коллеге и подписчику по имени Сергей, который пожертвовал для канала тигель и печь, в которой сегодня производилась плавка, а также предоставил материал для переработки. Также одним из его достоинств является обладание вот таким интересным девайсом, которым я могу иногда пользоваться, и при помощи которого мы сейчас выясним пробность металла. Производим выстрел. И видим на экране 4 девятки. В последующих видео я обязательно покажу другие способы извлечения драгоценных металлов, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!